Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами протестируем и сделаем обзор на две, возможно, самые мощные дисковые пилы на рынке. Это дисковые пилы, прежде всего предназначенные для каркасного домостроения и работающие от 18, или 20 вольт. И это DeWalt DCS-590 и Milwaukee 2834. Milwaukee 2834 вышла позднее и заявляется как наиболее мощная пила из этих двух. Некоторые говорят, что ее мощность в разы превышает мощность DeWalt. Давайте именно это с вами мы сегодня и проверим. Спасибо за комментарии, друзья. А вот и наши пилы. Казалось бы, две абсолютно одинаковых по назначению пилы, а настолько разные. Совершенно разный подход к подошвам. Здесь это ребра жесткости и покрытия. Здесь это цельный материал. Кажется, что DeWalt легче. Но это не так, они весят практически грамм в грамм одинаково. Что я заметил сразу, это развесовка пилы. Вот наш прямой угол от кнопки здесь. Проходит ближе к центру диска значительно, чем у Milwaukee. Он где-то вот в этой части проходит. То есть хват здесь ближе к центру диска. Здесь диск немножко вынесен вперед, как видите. Линия реза будет одинаково хорошо видна в обоих пилах, но в случае с Milwaukee более умным было сделать кромку диска светлой. Вы будете лучше видеть, куда запиливается диск. Особенно, когда освещения недостаточно. На самом деле конструктивных отличий очень много. Например, как крепится пила к станине, обратите внимание. Видите, здесь вот через вот эту петлю, у Milwaukee через кожух. И как видите, у DeWalt ручка выведена в сторону. То есть вот она, вот под таким углом. Вы как бы руку немного уводите. В принципе, окно у Милки больше, но рукой я загораживаю меньше. Так, теперь со стороны пиления. Вот как-то так, видимо, Милки. В общем, хочу сказать, что по качеству исполнения обе пилы оставляют о себе очень хорошее впечатление. Единственное, что вот эти странные детали, вот эта вот толстая часть, например, непонятно зачем. Здесь, видите, все так компактно. Ну что ж, давайте поставим на наши пилы аккумуляторы. Быстрый стоп, отлично. Также отличный быстрый стоп. Единственное, что она какая-то длинная получается, смотрите. Или мне это кажется? Давайте проверим. Давайте замерим длину каждой. 44 сантиметра примерно. И у DeWalt 39 где-то. Да, мне не кажется, и DeWalt короче примерно на 2 дюйма или 5 сантиметров. Оба аккумулятора я зарядил полностью. Для теста мне нужен был боковой упор, и ни один производитель его не положил в комплект со своей пилой. То есть с пилой почти за $300 у нас нет бокового упора, который стоит, я не знаю, $10. А вот и нашел какое-то универсальное решение. Я не стал поощрять жадность производителей, не положивших боковой упор, и купил приспособление от стороннего производителя. Понятно, что оно не такое простое в установке и использовании, но зато универсальное и подойдет к обоим пилам. Вот этот бренд. Вот так это выглядит в собранном состоянии. Здесь есть микроаджастмент, что в принципе удобно, но в целом конструкция, конечно, монструозная. Сначала у DeWalt я буду использовать 12-амперный FlexVolt аккумулятор. Я не ощутил какого-либо недостатка мощности, но давайте я попробую давить еще более сильно.
Как видите, задушить ее особо не получается. Обороты проседают, но пила не останавливается, как мы видели в других роликах. Давайте для сравнения попробуем Milwaukee на полностью заряженном Forge 12-амперном аккумуляторе. Чувствуется, что она быстрее, это однозначно. Меньше просадки по оборотам. Давайте еще раз. Да, она быстрее, это чувствуется. Давайте еще сильнее. Как видите, остановилась. Ладно, будем чуть медленней. Ладно, не будем так пихать. Как видите, Milwaukee пилу можно остановить. Она быстрее, точно мощнее, но ее можно остановить. Давайте попробую с новой доской и то же самое сделать с DeWalt. Давайте попробуем без этой рамки. Если получилось остановить Milwaukee, который ощущается более мощный, посмотрим, получится ли остановить DeWalt. Я буду стараться еще больше. Да, если делать это умышленно, то сделать это можно. Точно так же, как и с пилой Milwaukee. Почувствовать эту тонкую грань несложно. Соответственно, я могу умышленно показать вам, что одна пила останавливается, другая нет. Но при нормальной работе мы видим, что обе пилы просто отличные. Вот смотрите. Вот она остановилась. А вот она отлично работает. Теперь то же самое с Milwaukee. Вот она остановилась. Вот она опять остановилась. Дальше в ролике пила Milwaukee будет останавливаться много-много раз. Что это значит? Ведь она мощнее, точно. Это значит, что вы видите именно то, что вам хотят показать. Смотря подобные тесты, я очень прошу вас, не забывайте о том, кто их делает, насколько вы доверяете тому, чье видео смотрите. Ведь в конечном итоге именно мнение и ощущения блогера, тестировщика и имеют значение. Ровно настолько, насколько вы ему, этому блогеру, доверяете. Потому что показать можно вообще все, что угодно. И при нормальной или даже сверхнормальной нагрузке обе пилы показывают себя великолепно. Пусть Milwaukee мощнее, но DeWalt отличная пила. Как видите, и ту пилу можно перегрузить. Но при нормальной работе обе показывают себя очень хорошо. Я чувствую преимущество Milwaukee по мощности, но я не могу назвать его решающим или критическим. Обе пилы при нормальной работе или даже ударной работе чувствуют себя прекрасно. Milka быстрее, но я не могу назвать это преимущество решающим или как-то определяющим выбор. Это две очень высокопроизводительных профессиональных пилы. Пользуйтесь с удовольствием. Спасибо, друзья, за ваш интерес. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего вам доброго.